Привет, новая история. Представьте себе такую картину. Солнечный вторник, залив Сан-Франциско искрится под полуденным светом. Справа по борту остров Алькатрас, а на трехпалубном катере собрались 20 человек. Это не туристы, не какие-то случайные пассажиры, а одна большая семья из нескольких поколений. Друзья детства, зять, невестка, любимая собака. Они держат в руках цветы и небольшую урну. Женщина, чей прах они собираются развеять над водой, ушла из жизни больше 10 лет назад. Ей был всего 31 год, и она работала медсестрой, а также обожала серфинг. Через 20 минут после того, как эту урну откроют, произошедшее в заливе назовут одним из самых опасных происшествий на воде за последние годы в этом регионе. Как обычная прощальная церемония, которую тысячу семей в Америке проводят каждый год, превратилась в то, что можно сравнить в какой-то мере даже со сценой из фильма «Титаник». Для начала давайте размотаем всю эту хронологию. Итак, вторник, 14 июля 2026 года. Утром катер отходит от яхт-клуба в районе Марины Сан-Франциско. Компания дважды проходит под мостом Золотые ворота, туда-обратно, а потом заходит к острову Ангел. Это самый крупный естественный остров в заливе, где, судя по всему, и проходила часть церемонии. То есть маршрут не был спонтанным, семья заранее продумала прогулку, объединив ее с воспоминаниями о близком человеке. И вот, возвращаясь уже в сторону города, около половины четвертого дня катер проходит всего на расстоянии 200 метров от острова Алькатрас. Тот самый остров, бывшая тюрьма, который знает весь мир. Именно в этой точке происходит критический момент. Судно получает удар волны, от которой набирает воду через борт, кренится на один бок и в течение нескольких минут переворачивается. Часть людей успевает выпрыгнуть, кто-то цепляется за корпус, а кто-то колотит по стеклу иллюминатора внутри, пытаясь выбраться из каюты. Капитан рыболовецкого судна, который был неподалеку, сначала принимает происходящее за пожар, потому что именно так все и выглядело на расстоянии. Но когда подходит ближе, понимает, что судно попросту уходит под воду. Он и его команда начинают кидать спасательные круги и вытаскивать людей из воды еще до прибытия спасателей. Морская полиция Сан-Франциско оказывается на месте одной из первых и видит мужчину в тяжелом состоянии. Ему делают на месте искусственное дыхание, вот прямо на борту, но, к сожалению, спасти его не удается. Береговая охрана, пожарная служба, полиция и десятки добровольцев на частных лодках прочесывают акваторию. И к вечеру ситуация такая. Из 20 человек 16 оказываются живыми. Трое из них с травмами попадают в больницу. Один участник, как мы знаем, уже не пережил происходящее. И еще трое числятся пропавшими. На следующий день, в среду, поиски продолжаются уже с использованием вертолетов и катеров. Ведется обследование территории площадью больше 3000 квадратных километров. Но к закату операцию официально завершают. И это один из самых тяжелых моментов в такой работе, потому что семьи хотят ответов, и сказать об этом никогда не бывает легко. Это не значит, что поиски прекращаются вообще. Просто с этого момента полиция и следователи переходят в несколько другой режим. Искать не для того, чтобы спасти, а для того, чтобы найти и вернуть семье. И уже в четверг находят второго человека, и тоже без признаков жизни. Это происходит у острова Сокровищ, что на другом конце залива. И это само по себе красноречиво говорит о силе течений в этом районе. И только в пятницу, спустя 3 дня после происшествия, полицейский водолазный отряд с помощью гидролокатора обнаруживает на дне катер. Он лежит на глубине больше 40 метров, прямо в судоходном канале, где регулярно проходят крупные суда. К месту направляют подводного робота, чтобы оценить, возможно ли осуществить подъем и попробовать найти оставшихся людей внутри. Утонувшее судно называлось «Валаре», что в буквальном переводе с итальянского означает «летать».
15-метровый катер-круизер с 3 палубами зарегистрирован в городе Стоктон. Это восточная часть дельты рек Сакраменто и Сан-Хоакин. Довольно далеко от открытого океана, и скорее больше все это было сделано для внутренних вод. Важный момент. Катер был частным, а не коммерческим, и владелец лодки сам сидел за штурвалом в момент происшествия. То есть это не была экскурсия с посторонними людьми за деньги, а личная лодка, которую хозяин просто предоставил для памятного мероприятия. В Соединенных Штатах существует четкая грань между прогулочным судном, которое катает людей бесплатно, и коммерческим судном, которое возит пассажиров за деньги. Для коммерческих лодок береговая охрана устанавливает жесткий лимит – не более 6 пассажиров за деньги. Но если катер частный, если деньги никто не платил, то формального потолка по числу людей на борту закон никак не ограничивает. Отсюда и получается ситуация, когда на борту оказывается 20 человек и, кстати говоря, еще плюс собака. Но формально это не нарушение, хотя с точки зрения здравого смысла и устойчивости судна вопросы, конечно, возникают. Официальная сводка метеослужбы в тот день не выпускала предупреждения для маломерных судов. То есть условия не считались экстремальными. Но очевидцы описывают волнение примерно до 1,5 метров. А это уже вполне ощутимая качка для судна такого класса. Опытный местный капитан, который специализируется именно на организации церемоний прощания на воде и использует для этого собственный лицензированный катер, сказал, что условия во вторник были далеко не оптимальными. И, по его мнению, выходить в такую погоду было очень глупым решением. Также он добавил, что на его собственных выходах ношение спасательных жилетов обязательно для всех без исключений. И это первое, что делает команда после отхода от причала. А по показаниям спасателей на затонувшем катере жилеты были надеты примерно всего у половины людей. Но есть и альтернативная версия причины крена. Другой из местных капитанов с многолетним опытом, комментируя ситуацию, предположил, что дело не столько в самой волне, сколько в неравномерном распределении людей по палубам. 20 человек на 3 этажах судна. И если большинство скучковалось у одного борта, наблюдая церемонию, легко создать крен. А дальше волна, даже не самая экстремальная, завершает начатое дело. Получается вот такая причинно-следственная цепочка. Частная лодка без формальных ограничений по числу людей, плюс скопление пассажиров у одного борта во время эмоционального момента церемонии. Плюс волнение воды, которое не считалось опасным, но ощущалось как сильное. И спустя несколько дней после происшествия одну из пропавших женщин находят и официально опознают. Ей было 58 лет. Развеивание праха над водой в Соединенных Штатах, да и во многих других странах, это одна из самых массовых альтернатив традиционным похоронам. По федеральным правилам, если речь идет именно об открытом океане, то прах положено развеивать не ближе 3 морских миль от берега и использовать исключительно биоразлагаемую урну. А затем в течение месяца уведомить экологическое агентство о проведенной церемонии. Индустрия вокруг этого выросла огромная. Лицензированные капитаны, специализированные чартеры, готовые пакеты услуг с сертификатами и координатами точки, где именно упокоился прах. И что важно, залив Сан-Франциско формально не считается открытым океаном в смысле этого федерального правила про 3 мили. Это скорее внутренние воды, где действуют уже локальные калифорнийские нормы. То есть семья действовала в рамках правовой серой зоны, где формальных препятствий для церемонии прямо в заливе практически не существовало. Такие поездки происходят тысячами каждый год по всему миру, и абсолютное большинство из них проходит без единого происшествия. Это по сути рутинная, спокойная, часто даже терапевтическая практика для семей, переживающих потерю. Именно поэтому история с Валарой выбивается из общей картины очень сильно и ломает ощущение полной безопасности,
которое обычно ассоциируется с подобными церемониями. В этой истории больше всего интересны не цифры, не разбор погоды и даже не юридические лазейки, а то, что эти люди в принципе плыли туда, чтобы вспомнить того, кого сильно любили. И залив, который должен был стать местом прощания с одной потерей, забрал у этой семьи еще несколько людей. А как вот вы прощаетесь с теми, кого потеряли? И задумывались ли вы хоть раз, что сама эта церемония тоже может нести риск? Напишите об этом в комментариях. На этом все. До новых выпусков и пока.